Вот такую ряженку с топленым молоком я сегодня сделал. А если вы желаете узнать, как я сделал это в домашних условиях, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодняшнее видео возьмет у вас только, где-то максимум 10 минут. А для меня это пойдет 2 дня. А именно, у всех есть воспоминания с детства, добрые, светлые воспоминания с детства. И я часто в детстве болел с легкими, и иногда, когда мы ездили в Россию в гости, у меня остались добрые воспоминания о русской печи. И там всегда у меня бабушка или наши родственники делали топленое молоко для меня. И когда мы приезжали обратно в Эстонию, у нас было печное отопление в детстве, то помню, что отец часто утром вставал, перед тем, как идти на работу, топил плитку печным отоплением, а там у нас и духовка была все печным отоплением. И перед тем, как уходить на работу, ставил это молоко топиться. И я любил это молоко, и я до сих пор люблю это молоко. А живя здесь на Западе, к сожалению, таких возможностей нету, чтобы топить молоко, и я искал, как все же можно приготовить. И мне выручать стала вот такая мультиварка Ninja. Дело в том, что с детства, я помню, я всегда называл это топленое молоко грязным молоком. И мне всегда потом мама шутила надо мной: «О, хочешь ты грязного молока?» И здесь, живя на Западе, я экспериментировал. И где-то 2 месяца назад я экспериментировал, я видео не снимал, и попробовал сделать топленое молоко в моих условиях, и с этого сделать ряженку. Так что это одно видео, но 2 рецепта. Один рецепт топленое молоко, другое ряженка, потому что ряженка делается из топленого молока. Буду пользоваться простым молоком с магазина. Цельное молоко. Здесь 2,5 литра. И практически, когда я делал топленое молоко с ряженкой, много испаряется, так что там будет намного меньше количества. Где-то 2 или чуть больше 1,5 литра получится в итоге. А чтобы время терять, посмотрите это видео. Может быть, я вам подкину тоже идею сделать топленое молоко, если вы ищете методы для возможности сделать в современных условиях. Может быть, я вам подкину идею попробовать то же самое. Потому что я смотрел на YouTube, там много методов приготовления на мультиварке, и там им маслом покрывают края, чтобы не сбежало. Я этого делать ничего не буду, я делаю так, как в натуральном виде есть. Итак, я открываю свою мультиварку. Это волшебная машина. Она и мультиварка, и скороварка, и все. Немножко дороговато, но, честно говоря, этого стоит. И специально, если вы можете сделать то, что вас напоминает далекое, светлое детство. Или воспоминания у вас там есть. Итак, здесь посудина. Я ничем посудину эту не замазываю, так как она есть чистая, сухая посуда, и сюда выливаю все молоко. Как оно есть. И скажу вам сразу же, результат будет, там будет пеночка. Пеночка будет сверху, и будет пеночка на дне кастрюльки тоже, посудины этой. Теперь я накрываю. Включаю. И ставим режим медленной готовки.
Slow cook. Здесь надо поставить на маленькую температуру, low. Вот я поставил. И поставим на 10 часов. И так через 10 часов оно само отключится. Молоко закончит готовиться где-то в 2 часа ночи. Вставать вам не надо. Вы утром встанете, как я, часов 7. Я в 6 часов встаю, детей провожаю в школу, себе сделаю чашечку кофе, и часов 7, я думаю, что к 7 часам утра все молоко остынет до температуры, что можно поставить на ферментацию для ряженки. А в данный момент, первая часть видео, мы сделаем топленое молоко. Как я вам сказал, мы поставим на медленное приготовление slow cook, на низкую температуру low и на 10 часов. Включаю старт. А я с вами уже встречусь завтра утром. После чашечки кофе покажу, что дальше делать с этим молоком. Итак, всем доброе утро. Посмотрим, что же творится. Ух! Посмотрите, какой красивый цвет получился. Итак, это у нас топленое молоко. Печка еще теплая вовсю, молоко еще тоже горячее. Сейчас я вытащу и поставим, вытащим с печки, пускай остывает. Дадим печке остыть и дадим наше молоко остыть. Как вы видите, пеночка тоже образовалась хорошенькая. Теперь я отсюда возьму немножечко и перенесу сюда, что я буду пользоваться для кофе. Так, этого мне будет достаточно. Посмотрите, какая прелесть, какой цвет. Как вы видите, там образовалась пенка. И также пенка сама себе образовалась на донышке. Дадим пару часов остыть, добавлю культуру и тогда отправим обратно в мультиварку, и я покажу, что делать. Ну, посмотрите, какая прелесть. Теперь займемся вторым этапом приготовления нашей ряженки. В первую очередь я возьму эту пенку, то, что у меня здесь образовалось, и мы порежем на кусочки, чтобы равномерно пенка была везде, когда я ряженку буду. И сейчас ножом я аккуратненько все порежу. И обратно отправляемся в кастрюлю. Теперь взял кружку и сюда добавляем 2 ложки йогурта. Так, этого достаточно. И сейчас заливаем молоко топленое. Как следует теперь все мы перемешаем. Йогурт хорошо растворился в молоке. Так. И отправляем обратно сюда в кастрюлю. Так. И теперь в кастрюле как следует все это мы перемешаем. Так, половник можно вытащить теперь. И кастрюлю отправляем обратно в мультиварку. Включаем мультиварку на йогурт. И пускай она потихонечку у нас теперь готовится. Как это приготовится, мультиварка скажет. И там мы вытащим и перенесем все это в холодильник. Итак, наступило время проверить нашу ряженку. Так.
О, смотрите, какая густая, как йогурт получился. Во. И теперь мы это перенесем в банку. У меня есть такая специальная банка здесь. И сейчас мы все сюда в банку перенесем. И это пойдет в холодильник, и тогда каждый день можно отсюда брать сколько надо. Ну вот такой результат получился. Это пойдет еще в холодильник, еще застынет. А это сейчас попробуем. Итак, посмотрим, что по вкусу получилось. Получилось очень вкусно. Конечно, надо же это пить в охлажденном виде. Итак, еще раз повторюсь. Сегодняшнее видео я сделал с двух частей. Первая часть, как я делал топленое молоко. Вторая часть ряженка. Первую часть я начал вчера. Вчера после обеда в 4 часа поставил скороварку или мультиварку на низкую температуру медленной готовки. На 8 часов или 10 часов было же. А по-моему на 10 часов поставил. И утром, если я проснулся, и я посмотрел, что она держала температуру теплую. Часов в 7 утра я проснулся, открыл, отключил все, вытащил кастрюлю эту, дал мультиварке остыть. Тогда мы получили топленое молоко. И тогда, когда все уже остыло, я добавил 1,5 ложки йогурта, как следует все перемешал, отправил обратно в мультиварку на режим йогурт ферментацию. И с этим режимом она у меня работала 8 часов. Я знаю, что это нудно, время берет, но это в домашних условиях своя ряженка. Намного вкуснее, чем магазинная. И так что у меня получилась ряженка. То, что вкусно очень получилось. И теперь пойдет это в холодильник, и тогда уже можно кушать, пить, как угодно. Я знаю, что в наших условиях, я знаю, что где я живу, купить ряженку практически невозможно. Есть у нас в Прибалтике магазин литовский, но это магазин 50 километров, где я живу. Там продается ряженка, я знаю. И из-за ряженки только 50 километров ехать тоже не стоит. А здесь по соседству, где я живу, в округе, в магазинах такого нету. И я, честно говоря, пытался найти рецепт, смотрел, как на YouTube делают, и 2 месяца назад я попробовал первый раз сделать, получилось настолько вкусно. Тогда я видео не снимал, я просто испытывал все. А сегодня я решил показать, как делать топленое молоко на мультиварке и получить хорошую вкусную ряженку в домашних условиях. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею тоже попробовать сделать ряженку в домашних условиях. А на этой ноте хотел с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.